Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых ядовитых существах нашей планеты, от ярких тропических животных до загадочных морских обитателей. Природа создала множество уникальных созданий, которые могут как завораживать, так и внушать страх. Эти существа не только поражают своим внешним видом, но и обладают невероятными способностями, которые помогают им выживать в жестоком мире дикой природы. Задумывались ли вы когда-нибудь, как ядовитые животные используют свои токсичные свойства, или какие механизмы защиты они разработали, чтобы противостоять хищникам? В нашем видео мы расскажем о самых опасных представителях фауны, их ядах и тактиках охоты. Вы узнаете, какие из них способны мгновенно отравить не только свою потенциальную добычу, но и поставить под угрозу здоровье и даже жизнь человека. Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир, где красота и опасность идут рука об руку. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь поехали! Наше знакомство с самыми ядовитыми существами мы начнем из морских глубин. Мировой океан скрывает в своих безграничных водах множество удивительных и загадочных существ, среди которых есть как безобидные, так и крайне опасные. Ядовитые морские организмы обладают способностью производить токсичные вещества, которые могут угрожать жизни других живых существ. Сталкиваясь один на один с опасными морскими животными, у человека не остается шансов на выживание. Но не будем ходить вокруг да около. И давайте узнаем, от кого нам нужно держаться подальше. Кузовок-кубик. Эти морские рыбы славятся своей футуристической формой тела и яркой окраской. В маленьком возрасте они ярко-желтые и имеют контрастные черные пятнышки. Эдакие божьи коровки коралловых рифов. С возрастом размеры кузовка-кубика увеличиваются почти в 10 раз. Желтая окраска выцветает до грязно-горчичной, а пятна практически исчезают, становясь белыми с голубоватым центром. Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, рыбка-кузовок плавает достаточно быстро. Отлично справляется со всеми своими плавниками. Вместо чешуи или кожи тело рыбки защищено панцирем, экзоскелетом, сформировавшимся из сросшихся костных пластин, который придает телу характерную коробкообразную форму. Эти шестиугольные пластинки со специальными отверстиями для хвоста, плавников, жабр и рта служат каркасом ее тела. В естественной среде кузовки обитают в теплых тропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Их часто можно встретить в лагунах вблизи коралловых рифов на небольшой глубине, до 40-50 метров. Рыбки-кузовки очень пугливые создания. Молоть обычно укрывается в узких расселинах. Взрослые экземпляры при опасности скрываются в гуще кораллов. Кроме надежной брони, у этих рыб есть еще одно средство защиты – ядовитая слизь, выделяемая при приближении опасности. Токсичное вещество под названием остроцитоксин выделяется через кожу. Этот яд производят не сами рыбы, а бактерии, обитающие в их кишечнике. Весь токсин накапливается в печени, но даже такое химическое оружие не всегда спасает этих рыбок от более крупных морских хищников, и кузовки нередко оказываются съеденными. Несмотря на ядовитость, рыбка-кузовок завоевала любовь у аквариумистов. Но при их разведении следует помнить, что нежелательно селить эту рыбку с другими обитателями, так как она может отравить их своими токсинами. Если же не трогать и не есть эту рыбу, то для человека яд кузовка-кубика не опасен. В противном случае астроцитоксин может навредить людям, поскольку он уничтожает эритроциты, нарушая функцию дыхательной системы. Как говорится, береженого Бог бережет. Бородавчатка. Бородавчатка – ядовитая морская рыба, которая почти все время безмятежно лежит на дне. Эта рыба никогда не выплывает на поверхность. А зачем? Она идеально сливается с кораллами, песком и камнями илистого дна моря. Да и еды для нее там достаточно, ведь питается она любыми рыбами, которые не замечают ее и подплывают слишком близко. Бородавчатка чаще всего встречается у берегов тропических морей Тихого и Индийского океанов, от Красного моря до Большого барьерного рифа. И если вы отправитесь, например, в Таиланд, Египет или Австралию, то можете ее там встретить. Хотя лучше не надо. Эта жуткая рыба пугает своей внешностью, да и не только. Размер бородавчатки сравнительно небольшой. Максимальная длина тела составляет 40 сантиметров, но чаще всего не превышает 30.
Ее бугры напоминают бородавки, из-за чего ее и называют бородавчаткой. Благодаря своей коже с коричневой или серой коркой и красными или желтыми пятнами эта рыба может легко слиться с окружающей средой. Кроме того, она удерживает воду в жабрах и может находиться на суше до 24 часов. В английском языке бородавчатка носит имя stonefish. Каменная рыба действительно легко может сойти за небольшой камень. Это хорошо помогает ей маскироваться и легко вводит в заблуждение человека. Увы, такая оплошность может иметь плачевные последствия, ведь рыба ядовита. Яд каменной рыбы представляет собой сложную смесь белков, включая гемолитический стонустоксин, нейротоксин и кардиоактивный кардиолептин. Он сконцентрирован в шипах спинного плавника, которые проходят вдоль ее спины. Она даже попала в книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой ядовитой железы среди всех известных науке рыб. Если вы случайно наступите на нее, то острые шипы бородавчатки вопьются в ступню. Затем доза нейротоксина проникнет в кровь, вызывая проблемы дыхательной системы и даже сердечную недостаточность. Укол становится смертельным, если он достаточно глубокий и человеку быстро не оказана помощь. В некоторых случаях может произойти паралич. Если яд попадает в крупную артерию, то смерть, как правило, наступает через 2-3 часа. Иногда жертва бородавчатки не может даже осознать происходящего, поскольку болевые ощущения могут вызвать болевой шок, потерю сознания или галлюцинации. Если рядом не окажется других людей, то пострадавший может захлебнуться в воде. Если же шип не попадает в сосуд и пострадавшему оказывают медицинскую помощь в течение первых нескольких часов, есть все шансы выжить. Однако люди при этом могут болеть месяцами. Как правило, долгосрочным последствием является атрофия мышц и локальное повреждение нервов. Рыба-фугу. Фугу – это маленькая рыбка размером всего с ладонь. Вместо чешуи у нее тонкая эластическая кожа. Если фугу испугать, она мгновенно раздуется и примет форму шара, утыканного острыми шипами. В таком состоянии она в 3 раза превышает свои первоначальные размеры. Как это у нее выходит? Путем быстрого заглатывания воды или воздуха. Помимо внешних особенностей, вы наверняка слышали, что фугу – одни из самых ядовитых животных в мире. Когда они раздуваются, выделяют на кожу тетрадотоксин – опасное химическое вещество, в 100 раз более токсичное, чем цианид. Тетрадотоксин является нейротоксином, а это значит, что он повреждает нервную систему, блокируя каналы связи между мозгом и телом. Без сообщений из мозга кожа немеет, возникает паралич, отказывают легкие и сердце, и животное или человек умирает. У человека первым симптомом отравления тетрадотоксином является онемение губ или языка, за которым следует паралич лицевых мышц, головокружение, головная боль, тошнота и затруднение ходьбы. Человек становится неспособным двигаться, говорить или дышать, синеет, пока не станет полностью парализованным. Без медицинской помощи смерть обычно наступает в течение нескольких часов. К тому же на данный момент не существует противоядия от тетрадотоксина. В случае отравления этим ядом лечение заключается в поддержании жизненно важных функций организма до тех пор, пока токсин не будет выведен естественным путем. Рыба-фугу относится к виду иглобрюхих рыб. Всего в мире насчитывается около 100 видов иглобрюхих, которых можно встретить в тропических водах, в Тихом океане, Красном море, а также в пресноводных водоемах, таких как река Амазонка. Но особым спросом фугу пользуется в Японии. Эта смертоносная рыба является едва ли не самым популярным и в то же время самым опасным деликатесом японской кухни. Да-да, крайне ядовитую рыбу употребляют в пищу. Иногда людям хочется пощекотать себе нервы, что поделаешь. Однако перед подачей на стол рыба должна быть особым образом приготовлена и обезврежена. Гурманы буквально вверяют свою судьбу в руки повара. Ведь, по данным статистики, более десятка человек в год погибают в Японии, отравившись фугу. Правда, сторонники национального деликатеса справедливо отмечают, что в большинстве эти люди погибают дома из-за того, что самостоятельно пытаются готовить фугу, но не справляются с этой задачей. А профессиональный шеф-повар должен получить государственную лицензию после 5 лет обучения. Столько времени требуется, чтобы развить навык, необходимый для удаления яда фугу. Кроме того, повар должен пройти серьезную проверку, чтобы получить лицензию, в ходе которой он сам должен съесть приготовленную им рыбу-фугу. А вы бы рискнули полакомиться таким деликатесом? Синекольчатый осьминог.
Возможно, для некоторых из вас будет большой неожиданностью факт о том, что одни из самых ядовитых живых созданий на нашей планете – это окрашенные в ярчайшие краски осьминоги. И синекольчатый осьминог не исключение. Синекольчатые осьминоги в большом количестве обитают в прибрежных водах Тихого океана. Например, их можно встретить поблизости японских островов, а также в Австралии. Они ведут одиночный образ жизни за исключением периода размножения и предпочитают жить в теплых мелководных участках. Синекольчатые осьминоги очень маленькие. Длина их тела составляет максимум 5 сантиметров, а щупальца тянутся на 10 сантиметров. Туловище этих созданий имеет овальную форму, сзади слегка заострено. Поверхность их тела морщинистая и покрыта бугорками. Тело синекольчатых осьминогов украшено великолепными синими кольцами, которые при тревоге становятся ярче, обеспечивая эффектную визуальную защиту. При обычных условиях эти кольца слабо видны на фоне тела, но стоит им почувствовать угрозу, как они начинают сверкать угрожающим светом. Синекольчатые осьминоги редко нападают на человека, но если же кто-то продолжает его тревожить, не реагируя на яркие кольца, то они начинают кусаться. В слюне животных содержится сильнейший нейротоксин. С помощью этого яда осьминоги умерщвляют свою добычу, а также могут довольно эффективно защищаться от врагов-хищников. Ротовое отверстие осьминогов снабжено крепким роговым клювом, которым они могут раскалывать раковины брюхоногих моллюсков и панцири ракообразных, а также наносить смертельный укус своей потенциальной жертве – рыбке или, увы, неосторожному дайверу или чрезвычайно любознательному аквариумисту-экстремалу. Один из компонентов яда – тетрадотоксин – вызывает паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и, как следствие, остановку сердца. Главная опасность заключается в том, что в настоящее время противоядия от яда синекольчатого осьминога не существует. Более того, синекольчатые осьминоги настолько ядовиты, что яда одной особи хватит, чтобы убить более 20 человек. К счастью для тех, кому не повезло пострадать от укуса этого осьминога, есть один единственный способ выжить – вентиляция легких на протяжении нескольких часов, пока действие яда не пройдет. Однако, если лечение не будет проведено быстро, смерть станет очень вероятным исходом. Португальский кораблик или физалия. Взгляните, какое удивительно красивое творение природы – португальский кораблик. Настолько же опасно, насколько привлекательно. Португальский кораблик относится к очень примитивным, но весьма интересным беспозвоночным организмам – сифонофорам, близким родственникам знакомых всем нам медуз. Но это не медуза, по сути это плавающая колония, состоящая из множества полипов, выполняющих определенную роль. Благодаря первому полипу, газовому пузырю, португальский кораблик держится на плаву. Выступая над поверхностью воды, пузырь, длина которого составляет 20-30 сантиметров, выполняет и роль паруса. Еще одни полипы – дактилозоиды. Это ловчие щупальца, чья длина может быть и 20, и 30, и даже 50 метров. На них располагаются стрекательные клетки, впрыскивающие в добычу яд. Мелкие рыбешки, мальки, рачки от него погибают сразу, а у более крупных наступает паралич. Благодаря ловчим щупальцам пойманная добыча подтягивается к третьему виду полипов – гастозоидам, которые переваривают пищу. Четвертый тип полипов – гонозоиды, выполняют функцию размножения. Так все полипы в совокупности составляют целый организм. Португальский кораблик обитает в более прохладных водах Атлантического океана. Особенно его часто можно встретить на курортных пляжах Канарского архипелага, например, на островах Тенерифе и Фуэртевентура. На поверхности воды это животное очень красиво. Верхняя часть его ярко окрашена и отдаленно напоминает расцветку старинных португальских парусников. Так и появилось название «португальский кораблик». Однако встреча с таким корабликом точно не сулит ничего хорошего. Конечно же, все из-за стрекательных клеток. Эти клетки у физалии наполнены ядом, поражающим не только животных, но и человека. Ядовитое вещество обладает паралитическим действием, вызывая смерть у обитателей океанов, которым не посчастливилось появиться на пути у португальского кораблика. У людей этот яд вызывает ожог. Сразу после контакта токсин провоцирует воспаление и отек с прогрессирующим появлением папул, пузырьков, волдырей и возможного шелушения.
Может появиться ощущение онемения, слабости, судорог, боли в мышцах, тахикардия, потливость. Также часто наблюдаются сильная боль в животе, тошнота, рвота и головная боль. Известны и летальные исходы, ведь по составу отрава физалии похожа на яд кобры. Все эти перечисленные осложнения обычно не возникают после укуса простой медузы. А чтобы получить непередаваемо острые ощущения, достаточно наступить даже на засохшее, оторванное щупальце. Если вы уже получили ожог, то ни в коем случае не промывайте его пресной водой, потому как на коже могут остаться еще целые стрекательные клетки, быстро разрушающиеся от такой воды, и получается, что яд вновь попадает на кожу. Для того, чтобы нейтрализовать токсин, ожог необходимо промыть соленой водой. Это ключ к спасению на этапе доврачебной помощи. Кубомедуза. Кубомедуза, известная также как морская оса или морское жало, является самым ядовитым и опасным существом в океане, а может и во всем мире. Она относится к виду Chironex fleckeri, что в переводе означает «рука смерти». Всего известно 20 видов кубомедуз, но лишь Chironex fleckeri считается самым опасным. Кубомедузы Chironex fleckeri обитают около северного побережья Австралии и в водах Юго-Восточной Азии. По размерам они сравнительно небольшие. Диаметр купола средней особи равен 4,5 см. Однако встречаются и более крупные экземпляры, достигающие 20 см в диаметре. Своим видовым названием медузы обязаны тому, что их купол имеет квадратную форму. По углам купола находятся органы зрения. Глазами их можно назвать весьма условно. Но, тем не менее, всего их 24, и они реагируют на свет и помогают ориентироваться в пространстве. Функционально зрительный аппарат работает как человеческий, определяет размер встречающихся объектов и их цвет. С его помощью кубомедуза может различать свою добычу и оценивать расстояние до нее. Ученые пока не выяснили, как это возможно, ведь никакого мозга у медузы нет. Также на каждом углу квадрата у морских ос располагаются пучки щупалец. В спокойном состоянии они составляют не более 15 сантиметров в длину. Однако во время охоты они вытягиваются и образуют ядовитую паутину длиной 3-4 метра. В этих щупальцах находятся железы, обеспечивающие выработку яда, еще более опасного, чем змеиный. Яд содержит сильные токсины, воздействующие на нервную систему. Если человек случайно заденет морских ос, шансов выжить у него практически никаких. Счет идет на минуты. Яд одного такого существа – это своего рода биологический коктейль, небольшое количество которого без проблем убьет до 60 взрослых мужчин. Считается, что ежегодно регистрируется 1 смерть от яда морской осы, но есть основания полагать, что на самом деле жертв этих медуз гораздо больше. Поскольку яд морских ос действует на нервную систему, а также сердце, человек может умереть от сердечного приступа, не успев выбраться на берег. При этом противоядие весьма банально. Место ожога нужно полить уксусом. Смывать водой бесполезно. Также не стоит перевязывать конечности, ведь это не поможет остановить распространение яда, а вот ухудшить состояние вполне. Обычно на пляжах вешают таблички с предупреждением о том, что не стоит здесь плавать из-за риска столкнуться с кубомедузами. И все же мы, люди, для медузы не добыча. Обжечь человека она может лишь случайно. На мелководье кубомедуза может появиться по 2 причинам. Либо ее занесло туда приливом, либо она решила полакомиться рыбкой. После того, как добыча попадает в паутину из щупалец, кубомедуза затягивает ее в свой купол, чтобы переварить, и отчаливает от берега. Как вы видите, моря и океаны прячут в своих глубинах множество опасных существ. Теперь давайте вернемся на сушу и посмотрим, насколько здесь велико разнообразие ядовитых существ. Аризонский ядозуб. Аризонские ядозубы – это ящерицы семейства ядозубов, самые ядовитые ящерицы на Земле. Местом обитания этих животных является юг США и север Мексики. Селиться пресмыкающиеся предпочитают в каменистых предгорьях, в зарослях травы, кустарников и кактусов. Иногда обосновываются на берегах водоемов или в пересыхающих руслах рек. Эти небольшие рептилии умеют плавать, причем, в отличие от многих ящериц, не прижимают ноги к телу, а гребут ими как веслами. Несмотря на среду обитания, они не любят сухости и в жаркое время года ведут сумеречный и ночной образ жизни. А еще ядозубы имеют еще одно название – Хила-монстр, которое дано по названию реки Хила в Аризоне. И приставка «монстр» появилась здесь совсем не случайно.
В длину аризонские ящерицы достигают 50 сантиметров, причем на их толстый хвост приходится до 17 сантиметров. Несколько уплощенная голова с глазами под подвижными веками имеет тупо закругленную форму. Туловище продолговатое, покрытое крупной бородавчатой чешуей, которая располагается поперечными рядами. Окрас едозубов предупреждающий. Он представляет собой пестрый ковровый рисунок, где преобладают кирпично-красный, бело-желтый и оранжево-красный цвет. Как правило, молодые особи окрашены контрастнее и ярче. Едозубы — единственное пресмыкающееся, кроме змей, у которых развился настоящий ядовитый аппарат. Их яд — нейротоксин, похожий на яд аспидов. Он вырабатывается видоизмененными слюнными железами нижней челюсти, которые открываются протоками в ротовую полость. Зубы у этих ящериц длинные, загнутые назад. На зубах есть острые бороздки, по которым яд поднимается к их вершинам. Когда едозуб закрывает рот, зубы верхней части смачиваются ядом. При укусе они почти на полсантиметра уходят в тело жертвы. Выпавший или сломанный зуб быстро заменяется новым. Для человека укус едозуба очень болезнен. Ящерица может не отпускать хватку в течение нескольких секунд и даже несколько раз сжимать и разжимать челюсти, чтобы яд проник как можно глубже в рану. Но для людей яд не смертелен, кроме редких случаев. Да и в целом людей эти ящерицы кусают редко. Если подобное все же происходит, то пострадавший, как правило, обходится очень интенсивным, но кратковременным приступом боли, отеком, тошнотой и слабостью без каких-либо долгосрочных последствий для здоровья. Однако мелкие животные погибают от яда едозуба довольно быстро, причем на теплокровных он действует сильнее, чем на хладнокровных. Стоит отметить, что яд ящерицы используют в основном для защиты от врагов, а не для нападения и охоты. При возникновении опасности пресмыкающаяся скрывается в норе, однако если жилище далеко, то едозуб глухо шипит и фыркает, пытаясь таким способом отпугнуть врага. И только если ничего не помогает, в ход идут ядовитые зубы. Помимо этого есть и положительный аспект. Слюна едозуба содержит гормон эксиндин-4. На основании этого гормона выпущен препарат эксинотид, который применяют для лечения диабета. Известно, что этот гормон способен снижать стремление к еде, что может позволить использовать его при борьбе с ожирением. Желтый скорпион. Желтые скорпионы живут в Северной Африке, Турции и на Аравийском полуострове. Они обычно селятся в сухих, пустынных областях, но не в самих пустынях. Они любят прятаться в щелях, расщелинах и под камнями. Иногда зарываются на глубину до 20 сантиметров. Узнать желтых скорпионов можно по характерным признакам. Их тела плоские, и обычно длина взрослой особи составляет 8-10 сантиметров. Окраска варьируется от соломенно-желтого до желто-оранжевого цвета. Такие цвета, как правило, прекрасно сливаются с окружающей средой, что делает членистоногих трудно заметными. Желтые скорпионы ведут ночной образ жизни, у них не очень хорошее зрение, зато отличное осязание. А еще они прекрасно чувствуют колебания песка и почвы, что помогает им понять направление движения потенциальной жертвы. Почему желтые скорпионы попали в наше видео? Естественно, потому что они являются одними из наиболее опасных видов скорпионов. Когда желтый скорпион чувствует угрозу, он использует свои клешни и жало, чтобы защититься. Яд, выделяемый скорпионами, содержит сильную смесь нейротоксинов, которые атакуют нервную систему человека, и кардиотоксины, которые могут вызывать проблемы с сердцем. Укус желтого скорпиона очень болезненный, но, к счастью, чаще всего не смертельный. Он может привести к отеку, нарушению дыхания и слабости. У выживших велика вероятность остаться с панкреатитом, воспалением поджелудочной. Однако в некоторых самых тяжелых случаях укус скорпиона может стать причиной летального исхода. Например, у детей, людей с ослабленным здоровьем или с заболеванием сердца. Кроме того, после укуса существует риск развития анафилактического шока. У погибших от укуса желтого скорпиона патологоанатомы чаще всего диагностируют отек легких. Смертельные случаи от укусов желтых скорпионов происходят ежегодно. Однако необходимо отметить, что статистика смертности снижается благодаря улучшению медицинской помощи. Более того, исследователи из Университета Вашингтона утверждают, что яд этого скорпиона можно использовать в борьбе с раком. Ученые идентифицировали одно из соединений яда под названием хлоротоксин и задействовали его для лечения опухолей головного мозга.
Хлоротоксин воздействует прямо на раковые клетки, игнорируя здоровые ткани. Именно эта избирательность вещества в отношении раковых клеток дает надежду использовать его в борьбе с болезнью. Кроме того, вкупе с флуоресцентной молекулой это сложное вещество будет подсвечивать воспаленные клетки. Это облегчает работу хирургов и качество удаления больных клеток, как и количество оставленных здоровых тканей значительно вырастает по сравнению со стандартной процедурой. Однако добыть яд желтого скорпиона задача не из легких. Он стоит баснословных денег. Всего 1 литр токсина стоит $10,3 миллиона, грамм – около 10 тысяч. Но разве это много за шанс спасти человечество от онкологических заболеваний? Знакомьтесь, это азиатские гигантские шершни. Огромные, злобные насекомые, яд которых может отправить на тот свет незадачливого аллергика. А здорового мужика заставить визжать, как маленькую девочку. Что неудивительно, ведь огромная оса с длиной тела в 5 сантиметров и размахом крыльев до 6-7 сантиметров как-то сама собой приковывает к себе внимание и навеивает ужас. Недаром это насекомое за внушительные размеры прозвали пчелой-воробьем. Ареал обитания азиатских гигантских шершней охватывает Японию, Корею и другие части Азии, а также активно распространяется на новые территории, например, в Северную Америку. По каким еще признакам можно распознать азиатских гигантских шершней? По зауженной осиной талии, которая отделяет черную грудную клетку от брюшка, с оранжево-желтыми и черными полосами, широким оранжево-желтым головам, большим темным глазам и большим челюстям. В местах распространения азиатских гигантских шершней их еще называют шершнями-убийцами. Все из-за угрозы местным пчелам и людям. Как существо с размахом крыльев в 7 сантиметров умудряется приносить много вреда и при этом оставаться незаметным? Ответ прост. Шершни строят гнезда под землей. Они предпочитают селиться в предгорьях и лесах, в которых они доминируют над всеми другими видами. Шершни могут и не заниматься устройством гнезда с нуля, а просто оккупируют заброшенные норы грызунов или пустоты под корнями деревьев, создавая лабиринты размером с баскетбольный мяч. Внутри гнезда живет королева-матка, которую обслуживают рабочие трутни. Матка, в свою очередь, занимается воспроизведением потомства. И да, они живут колониями, а не по одному. Но настоящие драмы разворачиваются на поверхности. Азиатские шершни обладают чрезвычайно болезненным укусом. К тому же их укусы смертельно опасны, особенно для человека с повышенной чувствительностью к ядам насекомых. Их жало способно пробить даже плотную ткань. Если же одновременно нападут несколько крылатых гигантов, то они легко могут до смерти закусать или покалечить практически любого человека. Также яд содержит особый феромон, привлекающий других шершней к жертве. Представляете, один укус, и вы становитесь мишенью для целого роя, а убежать от него не так просто, так как шершень развивает скорость в полете до 40 км в час. Поэтому будьте осторожны при встрече с шершнем и не делайте резких движений. В общем, этим машинам для убийства абсолютно без разницы, на кого охотятся. Кроме людей, они нападают на мясистых гусениц, жуков, других шершней и ос, но особенно они любят богомолов и медоносных пчел. Последних шершни вырезают целыми колониями. Да, эти шершни – настоящий кошмар пчеловодов. Отрывая мощными челюстями пчелам головы, шершни могут быстро уничтожить их колонии. Но тут есть нюанс. Японские пчелы, Apis cerana japonica, научились побеждать этих кровожадных насекомых. Они позволяют шершню проникнуть в улей, и затем толпа из сотен пчел окружает шершня плотным шаром и буквально запекает его заживо, вибрируя мышцами и поднимая температуру внутри выше 46 градусов Цельсия. Почему европейские пчелы не переняли этот трюк? Видимо, их эволюция не сталкивалась с такими монстрами. Ужасный листолаз. Ужасный листолаз – это лягушка, которая обитает только в Южной Америке, в тропических лесах юго-запада Республики Колумбия. Все особи окрашены в яркий цвет желтого или зеленоватого оттенка. Они хорошо различимы в дикой среде, будто бы предупреждая о своей опасности.
При этом они маленькие и не вырастают больше 4 сантиметров. Для сравнения, самые обычные озерные лягушки вырастают до 20 сантиметров и весят при этом под 700 граммов. Благодаря наличию на лапах присосок, листолазы умело продвигаются по веткам деревьев. Они ведут дневной образ жизни, питаясь муравьями и другими насекомыми. Животные весьма активны, и голодовка в течение 3-4 недель способна не только ослабить здоровую упитанную особь, но и вызвать ее гибель. Ужасный листолаз и правда ужасен. Одно прикосновение, и уже можно писать завещание. Кожа древесной лягушки покрыта сильнейшим нервно-паралитическим ядом – батрахотоксином. Батрахотоксин – мощный стероидный алкалоид, который может привести к остановке сердечной мышцы и дыхательной системы. Он воздействует на периферическую нервную систему жертвы, которая обеспечивает связь головного и спинного мозга со всем остальным телом и внутренними органами. Смертельная доза яда для человека составляет 2 микрограмма, а одна особь может вырабатывать до 1 миллиграмма. Этого достаточно, чтобы ядом одного ужасного листолаза отравить десятки человек. Железы на спине лягушки вырабатывают токсичную слизь при малейшем раздражении. Как только человек прикоснется к листолазу, яд тут же проникает в организм и может привести к необратимым последствиям. Токсин воздействует на правильное функционирование натриевых каналов, от которых зависит работа нервных импульсов. К тому же яд вызывает внеочередное повреждение, сердечное сокращение и фибрилляцию желудочков сердца. Добавьте к этому паралич дыхательной мускулатуры, сердечной мышцы и мышц конечностей, причем это касается не только людей, а в целом всех живых существ, у которых есть нервная система и сердце. С таким букетом очень быстро наступает смерть. И да, противоядия от яда ужасного листолаза не существует. Шансы на спасение после встречи с этим существом минимальны. Как все же хорошо, что обитает он исключительно в Колумбии. Но даже это еще не все. Представьте, что будет, если яд батрахотоксин попадает в организм внутримышечно. Местные племена пользовались этим и ловили листолазов для того, чтобы обмазывать их ядом дротики. Наконечник достаточно было потереть о спинку лягушки. Оружие сохраняло токсичность до 2 лет. Мелкие животные валились замертво с одного выстрела. Не зря говорят, что самое опасное животное на Земле – это человек. Двуцветная дроздовая мухоловка. Дроздовые мухоловки – это птицы, обитающие на территории Индонезии и Новой Гвинеи. Забравшись повыше в горы примерно до 2000 метров и подальше в джунгли, мухоловки вдали от цивилизации живут прямо-таки припеваючи. И вроде бы птичка как птичка. На вид мелкая, пернатая, размером с дрозда, не превышающим 20-23 сантиметров, питается насекомыми, фруктами и мелкими позвоночными. Да, оперение красочное, но джунгли видели птицы поярче. Зато яд у нее мощный. Дроздовая мухоловка – самая ядовитая птица в мире. И именно яркая черно-оранжевая окраска является предостерегающим сигналом о ядовитости этой птицы. Конечно, дроздовая мухоловка не кусается, как змея или скорпион, но ее яд схож по составу и относится к батрахотоксинам. Этот токсин по своему составу очень похож на отраву тех самых ужасных листолазов, о которых мы только что говорили. Он вызывает паралич дыхательной и сердечной мускулатуры, и жертва быстро погибает от остановки сердца. Точнее, не жертва, а агрессор. Ведь сами мухоловки ни на кого не нападают. И отравиться можно только если поймать или съесть. В коже одной птицы содержится 15-20 мг яда и еще примерно 2-3 мг в перьях. Этого количества достаточно, чтобы отравить 800 мышей. Некрупное животное типа собаки или кролика погибает почти мгновенно. Для того, чтобы убить человека, яда недостаточно. Но контакт с птицей может вызвать сильную аллергическую реакцию. По какой же причине мухоловки столь ядовиты? Дело в том, что они не вырабатывают яд самостоятельно, а относятся к так называемым вторично ядовитым животным. Ядовитое вещество попадает в их организм из внешней среды. Дроздовые мухоловки поглощают яд вместе с пищей, ядовитыми жуками Хересине пулькра. Сами мухоловки полностью адаптировались к яду, он совершенно для них безвреден, но другие виды могут от них пострадать. Забавно то, что почти до конца 20 века у орнитологов даже и мыслей не было о том, что какие-либо птицы могут быть ядовиты. Это случайное открытие произошло в 1989 году. Орнитолог Джек Думбахер
Освобождая птицу из паутины, случайно поцарапал палец и вместо элементарной медицинской обработки не придумал ничего лучше, чем сунуть его в рот. Думбахер сразу почувствовал, что его зубы, язык и весь рот онемели. Степень его реакции на этот яд оказался слабой. Но открытие было весьма значительным для научного сообщества. Вообще, облизывать пальцы – это плохая привычка. Но, как оказалось, может привести к научному прорыву. Заметим, что аборигены Новой Гвинеи прекрасно знали о ядовитости этих странных птиц, но научились готовить их так, чтобы мясо стало съедобным. Впрочем, оно все равно остается горьким на вкус, так что это блюдо для гурманов или совсем уж на черный день. Тайпан Маккоя. Если бы в мире змей вручали награды за уровень угрозы, Тайпан Маккоя давно бы держал золотую статуэтку с надписью «Абсолютный чемпион». Это научный факт. Из нескольких сотен ядовитых змей в мире Тайпан Маккоя признан самым ядовитым сухопутным змеем. Яд Тайпана Маккоя – вершина эволюционной токсичности. Он в 180 раз сильнее, чем у кобры, и примерно в 10 раз сильнее, чем у гремучей змеи. Интересно, что при укусе тайпан выделяет только часть яда. Правда, этого достаточно, чтобы убить 100 взрослых мужчин. А 40 миллиграммов яда, который можно получить от тайпана Маккоя в лабораторных условиях, достаточно, чтобы упокоить 250 тысяч мышей, основную пищу этих змей. То есть для одной крысы достаточно 0,0001 миллиграмм, чтобы погибнуть за секунды. Почему же яд Тайпана Маккоя так опасен? Он состоит из различных токсинов, которые влияют на нервную систему жертвы. Нейротоксины и гемотоксины могут вызывать мгновенное нарушение функционирования систем организма. Они блокируют работу практически всех органов и, попав в легкие, парализуют дыхание. Нервы отключаются, и жертва остается в состоянии полной неподвижности, что делает тайпанов мастерами охоты. У людей симптомы отравления ядом тайпана могут проявиться уже через 30 минут после укуса. В первую очередь это острая боль в месте укуса, нарушение дыхания, судороги и паралич мышц, потеря сознания и шоковое состояние. Если не ввести противоядие, человек погибает в течение максимум 45 минут. Время имеет решающее значение. К счастью, тайпаны ведут аскетичный образ жизни и к людям первые не лезут, а при столкновении постараются как можно скорее уползти. Если же бегство невозможно, змеи приподнимаются над землей и угрожающе шипят. Такое предупреждение просто так не пропустишь. Опасный убийца Тайпан Маккоя обитает в засушливых регионах Центральной Австралии. Он предпочитает глинистые равнины, трещины в земле, тростниковые заросли и кустарники, избегая открытых пространств и излишнего внимания. Наибольшую активность Тайпан Маккоя проявляет преимущественно в утренние и вечерние часы. Он ловко передвигается как по земле, так и по деревьям. В качестве основной пищи тайпан выбирает грызунов, мелких млекопитающих и иногда даже ящериц. Ну просто универсальный хищник. Как отличить Тайпана Маккоя от других змей? Этот крупный змей достигает в длину до 2,5 метров. Тело стройное и мускулистое, покрытое гладкими чешуйками, придающими блестящий вид. Окраска варьируется от светло-коричневого до темно-оливкового цвета, при этом брюшная сторона обычно светлее, от кремового до желтоватого оттенка. К тому же Тайпан Маккоя – единственная змея Австралии, которая меняет цвет в зависимости от времени года. Зимой, когда не так жарко, эта змея заметно темнее. Бразильский странствующий или банановый паук. Банановый паук – один из самых ядовитых и опасных пауков в мире. Что общего он имеет с бананами? Ничего, кроме того, что он иногда попадается в них. Банановый паук живет в тропических лесах Южной и Центральной Америки, где охотится на насекомых, мелких грызунов и даже птиц. Он прячется под корой деревьев, в трещинах и щелях, а также на банановых плантациях. Почему его еще называют странствующим? Потому что этот паук обожает путешествовать, хотя делает он это не специально. Просто он любит прятаться в связках банана, а иногда и под кожурой. Иногда он может забраться в ящик с бананами и отправиться в дальние путешествия. Так он попадает на борт корабля или самолета, а затем может оказаться в других странах, представляя угрозу для людей всех континентов. Как же выглядят эти ядовитые пауки?
Бразильские странствующие пауки довольно большие. Их тело достигает 5 сантиметров, а размах лап – 18. Эти особи имеют волосяной покров, и их окраска может быть разной – от желтого до коричневого, от серого до черного. На брюшке есть 4 пары черных пятен, которые напоминают глаза. Настоящие глаза расположены на передней части головы и обеспечивают паукам хорошее зрение. Их хелицеры, то есть клыки, достигают длины 1 см и содержат ядовитые железы. Банановый паук действительно крайне опасен для человека. Его яд представляет собой сложный коктейль из токсинов, белков и пептидов. Токсины могут повредить нервную систему, сердце, кровеносные сосуды и мышцы. После того, как в организм попал яд, могут проявляться такие симптомы, как сильная жгучая боль в месте укуса, потливость и мурашки по коже. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу и получить противоядие. Если не оказать своевременную медицинскую помощь, укус бананового паука может стать смертельным. Также яд бананового паука может вызывать состояние, при котором жертва испытывает сильное возбуждение. Это может продолжаться несколько часов и привести к необратимому повреждению полового органа у мужчин. Причем к настолько серьезному, что может запустить некроз тканей и даже потребовать ампутации. Такая реакция на яд паука натолкнула ученых на мысль использовать это свойство в медицинских целях и создать на его основе препарат для потенции, который может быть гораздо более эффективным и безопасным, чем Виагра. В целом, яд бананового паука гораздо токсичнее яда черной вдовы. Например, черной вдове, чтобы убить мышь весом 20 граммов, необходимо впрыснуть ей внутривенно 110 микрограмм яда. Бразильскому же странствующему пауку для убийства такой же мыши будет достаточно впрыснуть внутривенно всего 6 микрограмм. К счастью, эти пауки редко выпускают яд или, если все же пытаются себя обезопасить, то применяют несмертельное количество. Кроме того, производство яда требует много ресурсов и времени паука. Именно по этой причине бразильские странствующие пауки редко пользуются смертельным веществом. Как бы там ни было, наша планета удивительна и прекрасна. Да, в каждом уголке Земли нас могут подстерегать опасности. Ведь несмотря на то, что человек привык считать себя царем природы, все эти существа из нашего видео смело могут с этим поспорить. Нам остается лишь принять, что все эти организмы обладают суперсилой убивать одним лишь укусом. Поэтому, где бы вы ни находились, будьте осторожны и берегите себя. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам, что досмотрели до конца. И не забудьте поделиться в комментариях, какое существо из нашего видео больше всего удивило вас своими способностями.